Сырой осенний ветер шел по аллеям кладбища, как неумолимый сторож. И листья лип срывались с веток так тихо, будто сами не хотели тревожить свежую землю. Я стояла у новой насыпи, где еще виднелись следы лопат, и смотрела на табличку с именем. Пальцы онемели, будто не от холода, а от пустоты. От того, что больше не у кого спросить, правильно ли я поступаю, некому поправить шарф, сказать свой привычный шепот «Доченька, согрейся». Люди расходились. Кто-то кивком обещал позвонить, кто-то осторожно обнимал, стараясь не задеть боль. Цветы на венках пахли слишком сильно. Этот приторный запах всегда вызывал у меня слабость в коленях, словно все вокруг вдруг становилось картонным. А мир и правда стал картонным, когда ее не стало. Рядом стоял мой муж, Никита. Он держал сигарету так, будто это была единственная реальность, которой он доверял. Дым растекался в сыром воздухе, и он щурился, словно солнце мешало, хотя небо было сплошь закрыто низкими тучами. Я поймала себя на том, что жду. Сейчас он подойдет, положит ладонь на мою спину, скажет хоть одно слово, которым можно дышать. Никита не подошел. Он медленно затушил окурок, как бы смакуя каждый жест, и чуть наклонился ко мне, чтобы не услышали другие. Его голос был мягким, почти ласковым, но от этого холоднее. «Ты ведь правда думала, что этот дом достанется тебе?» Я не поняла сразу, будто слова прошли мимо. «Что? Твоя мать оформила коттедж на меня. Теперь это мое. Посмотри документы, если не веришь». Секунда, другая. В висках будто хлопнуло. Я ничего не сказала. Слова из памяти, вся наша жизнь, звуки похорон и шорох листьев — все рассыпалось, как гнилушка под ногой. Мама, которая годами складывала копейку к копейке, выбирала кирпичи и сажала яблони у крыльца. Мама, которая никогда в жизни не позволила бы кому-то унизить меня даже взглядом. Мама, которая однажды сказала: «Дом — это когда есть куда возвращаться, даже если весь мир против». Никита едва заметно улыбнулся, как человек, поставивший точку в споре. «И не забудьте, Алина, ты теперь живешь в моем доме». Он развернулся и пошел к машине. Я смотрела, как его пальто темнеет под моросящим дождем, как падает последняя зола с сигареты, как захлопывается дверь. Мотор взревел почти облегченно. Через секунду красные огни проплыли мимо памятников и исчезли в повороте. Тишина. Та самая, из которой вырезают ножницами любую надежду. Я осталась одна посреди ветра и камня на краю изломанной тропинки. Телефон разрядился еще утром. Я видела на экране последние проценты и подумала было о пауэрбанке, но забыла, потому что руки дрожали. 15 километров до дома. Автобусов сюда не ходит, такси не вызовешь. Идти. Просто идти, как идут люди по жизни, которую не выбирали. Я опустила взгляд на свежую землю. Сама уложила туда небольшой букет белых хризантем, мамины любимые. Лепестки были мокрыми, будто у цветов есть свои слезы. «Прости, мам», — сказал я чуть слышно. «Что не успела? Что не уберегла? Что не заметила, как чужой человек зашел в наш дом и поставил свои туфли рядом с твоими?» Память сработала, будто кто-то дернул шнурок. Первый раз Никита появился в доме как будущий родственник и незаметный помощник. Он носил мешки с цементом, подымал на второй этаж доски, водил маму в поликлинику, если у меня было дежурство. Мама смеялась. Редкость-то какая, чтобы мужик не стонал над каждым гвоздем. Ее смех был теплым. Я тогда не замечала, как в этот смех просачивалась усталость. Не замечала, как Никита привыкает закрывать за собой двери, будто хозяин, проверять счетчики, пересчитывать сдачу от продавца кирпича. Не заметила, как он однажды произнес: «Нужно бумаги в порядок привести». И мама кивнула, потому что всегда боялась хаоса в документах. Дом. Все в нем было выстроено руками, где каждая трещинка между плиткой и плинтусом знакома как шрам.
Я помню, как мама укладывала камни у кромки клумбы, мурлыка какую-то мелодию из старого фильма, как ругала мои кеды за то, что я в них по-мокрому, как варила яблочное повидло и говорила, что осень пахнет корицей и дымом. Дом жил ее голосом. Не моим и уж точно не голосом Никиты. Одинокий шаг по мокрой дорожке отозвался в колене болью. Я сделала второй, третий, и вдруг увидела, как дождь густеет, будто кто-то добавил в облака муки. Одежда быстро намокла, я зажала ладонью воротник. На краю аллеи ветер принес гул мотора. Он не был резким, быстрым, машина ехала медленно, как будто шла по воде. Я замерла, и не из страха, а потому что перестала понимать, чего хочу. Чтобы остановилась, чтобы проехала мимо, и тогда все будет честно, дойдешь сама, как всегда. Черный внедорожник плавно подкрутил колесами у кромки тропинки. Стекло опустилось. Внутри сидел мужчина лет 50. Лицо спокойное, собранное. Такие люди обычно приходят в сложный момент и не задают лишних вопросов. Но я это поняла потом. Тогда просто пришел странный покой от того, как он держит руль и как смотрит, не выискивая на лице чужой боли свою выгоду. «Простите», — сказал он. Голос низкий, но мягкий, от него исчез угарный запах кладбищенского холода. «Вы Алина?» «Да», — ответила я, и только после этого осознала, что стою посреди дороги под дождем, без зонтика и даже без плана. «Дочь Елены Николаевны?» Я кивнула. «Я видел вас у могилы». Он замолчал на секунду, как будто взвешивая каждое следующее слово. «Позвольте помочь. Тут идти далеко». Он не сказал ничего лишнего. Не назвал себя, не стал утешать словами, которые превращаются в пыль, едва слетают с языка. Только слегка наклонился, откинул защелку пассажирской двери и подвинул ближе плед. Я смотрела на этот плед и думала, что мир иногда подкидывает совсем маленькие вещи, и они почему-то пахнут домом сильнее, чем стены. У меня телефон разрядился еще утром. Я видела на экране последние проценты и подумала было о пауэрбанке, но забыла, потому что руки дрожали. «Автобусы здесь не ходят», — кивнул он. «Я живу недалеко. Подвезу до города. Если хотите, просто до перекрестка, как скажете». Я не двинулась. Внутри было чувство, что любой шаг сейчас — это выбор. Либо я продолжаю идти по этой бесконечной мокрой дороге с камнем в груди и с мыслью, что все кончено, либо сажусь в чужую машину и позволю миру хотя бы раз объяснить, зачем он сегодня так устроен. Я вспомнила, как мама в минуты нерешительности всегда подталкивала меня не словами, а взглядом. В этом взгляде было «выбери жизнь, даже если она страшнее». Я, не отрывая глаз над табличкой на свежем холмике, прошептала тихо, как в детстве: «Мам, я...» Дальше не получилось. Воздуха, казалось, хватало только на одно слово. Память вдруг выпросила наружу другую сцену. Я лет 8. Мама в платке, руки пахнут мылом и вареньем. Двор еще без плитки, сырая земля и лужи. Я приношу ей смешной кривой рисунок нашего будущего дома, и она не смеется, не поправляет, а всерьез обсуждает, где будет окно, а где крыльцо. Тогда я в первый раз почувствовала, что со мной обращаются как с взрослым. Не как с девочкой, которую отводят за руку, а как с человеком, с которым советуются. Эта память вдруг согрела меня точнее, чем любой плед, потому что сейчас рядом не было никого, кто хочет говорить со мной как с человеком. Никита не хотел. Мир, возможно, хотел. Я шагнула к машине. «Спасибо», — сказала я и открыла дверь. Салон встретил сухим теплом и запахом кофе. Мужчина подвинул плед ближе. «Здесь сухо, можете укрыться. Я не тороплюсь». Он говорил так, будто времени у него было достаточно, чтобы подождать, пока у меня перестанут дрожать руки. Мы тронулись медленно. Дворники монотонно проводили по стеклу, и капли, как маленькие жизни, рождались и исчезали мгновенно. За окном мелькали темные силуэты деревьев. Что-то сжалось в горле, но это уже было не истерикой. Скорее, длинным выдохом после бега, когда понимаешь, что еще не добежал, но уже перестал падать. Молчание было правильным. Не тем, в котором тонешь, а тем, в котором что-то собирается внутри, как маленький костер. Я, наконец, почувствовала, что могу дышать глубже. «Куда вас подвезти, Алина?» — спросил ему развилки. «В центр, на проспект, к дому». «К дому», — произнесла я автоматически и тут же отдернула слово, как ладонь от горячего. «Простите. К квартире. На Комсомольскую». «Сделаем так», — кивнул он. «Если не против,
Я оставлю вам свой номер, на случай, если понадобится помощь». Я хотела спросить, почему ему не все равно, почему он знает имя моей матери, почему его голос звучит так, как будто он пришел вовремя не случайно. Но у въезда в город фары встречных машин полоснули по лобовому, и слова опять рассыпались, как стекло в луже. Я только сказала «спасибо». «Не за что», — он слегка улыбнулся. «Бывает, что мы встречаемся ровно там, где должны, даже на кладбище». На миг мне показалось, что где-то совсем рядом, за границей слышимого, мама тоже улыбнулась. Не одобрительно и не печально, а так, как улыбаются, когда видят, что человек все-таки делает шаг. Не туда или сюда, а просто из оцепенения в движение. У моего подъезда он остановил машину. Двор был пуст, только с верхних этажей стекала желтая, теплая полоска света. Мужчина достал из кармана плотную визитку и положил рядом со мной на сиденье. «Зовут меня Павел Андреевич. Если решите, что вам нужен собеседник, или если будет вопрос по документам, звоните, я недалеко». Он говорил просто, без обязательств, и от этого его слова еще сильнее держали. Я взяла визитку. Шрифт был строгим, черным. Имя моей матери сейчас почему-то стояло рядом с этим шрифтом внутри меня, как два смысла в одной строке. «Спасибо, Павел Андреевич», — сказала я и еще раз посмотрела на него. Хотела запомнить взгляд. Взгляд человека, у которого есть время, чтобы подождать. «Берегите себя, Алина. И дом, даже если пока он только слово». Я вышла, дверь тихо закрылась, и дождь сразу накрыл меня, как плотной шалью. Он не был злым, скорее упрямым. Я поднялась по ступенькам и остановилась под козырьком, чтобы перевести дух. Визитка лежала в кармане. Я коснулась ее пальцами, будто это был теплый камень из детства, который носишь в кармане ради удачи. В квартире пахло пустотой. Никита, видимо, еще не успел вернуться или не считал нужным возвращаться рано. Я не включила верхний свет, просто прошла в кухню и прислонилась к столешнице лбом. Не плакала. Слезы как будто ушли вместе с тем черным внедорожником, растворились в ароматах кофе и сухого салона. В шкафчике нашелся старый блокнот мамы. Тот самый, где она записывала рецепты и расходы. На первой странице размашисто, с крупными закорючками было написано: «Дом — это то, что держит тебя на краю». Рядом круглая дата и жирная точка. Я провела по этой фразе пальцем, как по иконе. И вдруг поняла: край — это не всегда пропасть. Иногда это порог. Телефон лежал на тумбочке мертвым грузом. Я вставила зарядку и присела на стул. Окно звенело каплями. Прошло 5 минут, 10. На экране вспыхнуло слабое свечение. Я разблокировала. Контактов не было, которые могли бы сейчас сказать что-то важное. Я открыла браузер, набрала механически: как оспорить договор дарения, как проверить подпись у нотариуса, подделка подписи, ответственность. Серые ссылки на законы были как коридоры без окон. На столе лежала визитка. Белая карточка с черными буквами. В простоте ее вида было больше внушения, чем во всех ссылках разом. Она не обещала ничего, но предлагала путь. Я положил ее рядом с блокнотом. Они как-то сразу сложились вместе. Чужая визитка и мамина запись про дом. Я улыбнулась краешком губ. Впервые за весь день. В тот вечер я не задала себе ни одного вопроса «почему?». Только как? Как жить дальше? Как понять, что произошло с документами? Как вернуть себе не стены, а право на себя? В голове, как метки на карте, расставились маленькие точки. Утро, кафе, разговор, проверка. Путь, который еще не знал меня, но уже ждал меня. За стеной кто-то смеялся. Чужой сериал, чужая жизнь. Я наливала кипяток в кружку и думала, что у каждого дома есть свой голос. Сейчас мой дом молчал. Но это молчание уже не было про пустоту. Это было молчание перед тем, как открыть дверь. Я подошла к окну. Дождь редел. Где-то далеко за домами на секунду вынырнула тусклая полоска неба. Я приложила ладонь к холодному стеклу. «Мам», — сказала я шепотом, — «я выбрала жизнь и выберу еще раз, если придется». В ответ на стекле медленно сползла капля, оставив тонкую чистую дорожку.
И мне показалось, что это хороший знак, потому что с чистых дорожек всегда удобнее начинать. Утро встретило меня густой тишиной и запахом холодного кофе. Никита уже ушел, на столе стояла пустая кружка и пепельница, переполненная окурками. Я сидела, глядя на серую полоску света на обоях, и думала, что даже солнце боится заходить сюда. Телефон, едва заряженный после ночи, коротко мигнул, напоминание о вчерашнем. Визитка Павла Андреевича лежала рядом с блокнотом мамы, словно случайность и судьба сошлись в одной точке. Я долго вертела ее в руках, потом набрала номер. «Алло?» — отозвался знакомый, уверенный голос. «Это Алина», — сказала я. «Рад, что вы позвонили. Я ждал. Встретимся в полдень. Кафе «Маяк». Думаю, нам есть о чем поговорить». Кафе стояло на углу старого квартала, скрипучие двери, запах свежеобжаренных зерен и тихий джаз. Павел Андреевич уже ждал у окна. На нем был темный костюм, но не офисный, а тот, что носят люди, привыкшие решать чужие беды без шума. «Рад, что пришли», — сказал он, и поднялся, протягивая руку. «Я не знала, куда еще идти», — призналась я. Он кивнул, внимательно изучая мое лицо, будто хотел убедиться, что я не рухну от любого слова. «Начнем с простого. У вас есть документы на дом?» «Нет, мама не показывала. Она всегда все держала при себе. Тогда будем искать». Он достал из портфеля папку, аккуратно положил на стол. Внутри аккуратные распечатки, закладки, копии нотариальных форм. «Я работаю с юристами», — пояснил он. «Сегодня к нам присоединится Дарья Сафронова, очень толковый специалист». Через несколько минут подошла женщина лет 40, стройная, с прямой спиной и внимательными глазами. Ее пальцы не дрожали, когда она открывала папку. «Добрый день», — сказала она. «Я ознакомилась с вашим случаем. Первое, что нужно, запросить выписку из реестра недвижимости и нотариальные записи за последние 2 года. Вы готовы, Алина?» «Да». «Тогда придется собрать все, что у вас есть. Старые письма, расписки, любые документы, где есть подпись вашей матери. Мы сравним почерки». Я кивнула. Внутри что-то кольнуло. Мысль, что я теперь ищу доказательства не доверия, а обмана. «Сколько это займет?» — спросила я. «Зависит от того, насколько глубоко копать». «Но правду можно выкопать даже из камня», — ответила Дарья спокойно. Следующие дни слились в один длинный серый коридор. Я ходила по инстанциям, подписывала запросы, стояла в очередях. Никита делал вид, что ничего не происходит. Иногда даже шутил, как будто между нами ничего не изменилось. «Ну что, Алиночка, опять бумажки собираешь? Может, и на меня жалобу напишешь?» — смеялся он, наливая себе виски. Я молчала. Он не понимал, что во мне уже что-то переломилось. На 3-й день Дарья позвонила. «Мы получили часть документов. Есть странность. В нотариальном договоре подпись вашей матери выглядит иначе. Мы передали копию эксперту. Думаете, подделка? Не утверждаю, но вероятность высокая. Позавчера я говорила с нотариусом, который якобы оформлял сделку. Он ничего о ней не помнит». В трубке на мгновение повисла тишина. «Алина, готовьтесь. Если подтвердится подделка, мы пойдем в суд». Я закрыла глаза. Все внутри оборвалось и, наоборот, собралось в точку. Страх уступил место злости, спокойной и ледяной. Вечером я вернулась домой. Никита сидел на диване с телефоном. «Ты где шлялась?» — буркнул он. «У юриста». Он поднял брови сделанным удивлением. «У юриста? Что, решила проверить мою честность?» Я не ответила. Он засмеялся. «Не позорься, Алина! Ничего ты не докажешь. Документы настоящие, все по закону. Мама сама все подписала». Я смотрела на него и впервые видела в этом лице не мужа, а чужого. Человека, который, кажется, давно примерял роль хозяина моей жизни. Ночь я провела без сна. По потолку ползли отблески фар, и казалось, что каждая вспышка — это шаг назад к той прежней, беспомощной себе. Но теперь я знала, выхода нет, кроме вперед. Через неделю Дарья позвонила снова. «Подпись действительно поддельная», — сказала она ровно. «Мы получили заключение эксперта. Документ оформлен через подставного нотариуса, вероятно, за взятку. У нас есть все основания подать заявление в прокуратуру».
Я долго молчала. «Значит, мама ничего не подписывала?» «Нет», — тихо ответила Дарья. «Ее просто обманули». Руки похолодели. Я сжала телефон, как будто могла передать через него крик. «Спасибо», — выдохнула я. «Мы идем до конца». Павел Андреевич приехал ко мне вечером. Мы сидели на кухне, чай, старая скатерть, лампа, которая качалась от сквозняка. «Видите, Алина, правда всегда выходит наружу», — сказал он. «Поздно только», — прошептала я. «Мама бы не поверила, если бы я ей рассказала». «Не поздно», — возразил он мягко. «Она оставила вам не только дом, она оставила вам силу бороться». Эти слова упали глубоко, как камень в воду. Я вдруг почувствовала, что не дрожу, что не хочу прятаться, не хочу жалости, я хочу справедливости. Когда Павел Андреевич ушел, я долго смотрела на его машину из окна. Красные огни исчезли за поворотом, но мне казалось, что он все еще рядом, где-то в том воздухе, который впервые за долгое время не давил на грудь. Я закрыла глаза и сказала в пустую комнату: «Мам, я не позволю, чтобы твой дом остался в чужих руках». И впервые за многие месяцы почувствовала, что во мне не страх, а жизнь. Весна пришла не с теплом, а с мокрым снегом и усталостью. Но, как сказала Дарья, истинно не боится непогоды. Дело дошло до суда. На первом заседании я дрожала от каждого звука. Мне казалось, что шаги по мраморному полу отзываются где-то внутри грудной клетки. Павел Андреевич стоял рядом, сдержанный, уверенный, и его присутствие будто защищало от всего, что раньше казалось непереносимым. Никита вошел последним. На нем был дорогой костюм, а на лице показное спокойствие, за которым пряталась нервная дрожь. Он держал в руках папку и демонстративно кивал знакомым в зале. Я смотрела на него и не могла узнать того человека, с которым когда-то делила утренний чай, радость новоселья, простые разговоры. Теперь он выглядел как чужой, холодный и расчетливый. Судья зачитывал материалы дела, Дарья вела линию защиты четко, без эмоций, как хирург, уверенный, держащий скальпель. Согласно заключению экспертизы, подпись Елены Николаевны Орловой на договоре дарения подделана, произнесла она. В день оформления сделки гражданка Орлова находилась на лечении в кардиологическом отделении, что подтверждено выпиской из медицинской карты. Никита вскочил. «Ваша честь, это ложь. Она сама попросила оформить дом на меня. Она доверяла мне, я ухаживал за ней, когда ее дочь, даже не приезжала». Я почувствовала, как сердце будто сжалось в кулак. «Это неправда», — сказала я. Голос дрогнул, но не сорвался. «Мама доверяла людям, но не слепо. Она была добрая, но не наивная. Если бы хотела оформить дом на вас, она бы сказала мне. Я жила с ней до последнего дня, и я знаю, она бы не позволила, чтобы ее подпись стоила обмана». Судья кивнул. «Продолжайте, сторона защиты». Дарья подняла еще один документ. «У нас есть официальное заключение почерковедческой экспертизы и свидетельство нотариальной палаты о нарушениях. Также установлено, что подпись заверил нотариус, лишенный лицензии». С каждой фразой Никита бледнел. Он пытался что-то сказать, вставал, перебивал, но его слова все больше тонули в тишине зала. Я смотрела на него и не могла узнать того человека, с которым когда-то делила утренний чай, радость новоселья, простые разговоры. Теперь он выглядел как чужой, холодный и расчетливый. Судья сделал паузу. Стороны выслушаны, суд удаляется на совещание. 50 минут мы ждали в коридоре. За это время я успела вспомнить все, как мама впервые показала мне чертеж будущего дома, как учила выбирать яблоки на посадку, как говорила: «Алина, дом — это не просто стены, это твоя совесть, не предавай ее». Тогда я не понимала, что эти слова станут пророчеством. Когда дверь зала открылась, у меня пересохло во рту. Суд постановил договор дарения признать недействительным. Дом по адресу, голос судьи звучал как музыка, вернуть законной наследнице Алине Орловой.
Материалы дела направить в прокуратуру для проверки на предмет подделки подписи и злоупотребления доверием». Дарья едва заметно улыбнулась. Павел Андреевич сжал мою руку. Я не сразу поняла, что все кончилось. Никита вскочил, закричал, но приставы подошли к нему с каменным спокойствием. Его слова утонули где-то между шагами и звоном дверей. Когда мы вышли на улицу, шел мелкий дождь. Тот самый весенний, с запахом земли и чего-то нового. Павел Андреевич стоял рядом, поднял воротник плаща. «Ну что, Алина, теперь у вас снова есть дом?» Я посмотрела на серое небо, на мокрый асфальт, где отражались неоновые вывески, и сказала: «Да, но не только дом. У меня теперь есть я сама». Прошло несколько недель. Когда я впервые приехала в коттедж, ворота встретили меня тихим скрипом. На тропинке уже пробивалась первая трава, а яблоня у крыльца стояла как старая хранительница, все та же, с ветвями знавшей и смех, и слезы. Я долго не заходила внутрь. Просто стояла на пороге, ощущая запах дерева и пыли, запах дома, который знает, что такое ожидание. Внутри все было так, как мама оставила. Фарфоровые статуэтки на полке, кручевные салфетки, книги с загнутыми уголками. В спальне на тумбочке лежала фотография «Я и мама» на фоне еще недостроенного дома. Я взяла рамку в руки, и вдруг стало ясно. Все это время я боролась не за стены. Я боролась за то, чтобы ее добро не оказалось напрасным. Павел Андреевич приехал вечером, без звонка, как всегда. Он нес в руках маленький букет сирени. «Поздравляю, хозяйка, с возвращением». «Спасибо», — ответила я. «Без вас я бы не справилась». «Вы бы справились. Ваша мама была из тех, кто не воспитывает слабых дочерей». Мы сели на крыльце. Вечер тихий, воздух прозрачный, а где-то вдали куковала кукушка. Я смотрела на сад, и мне казалось, что мама где-то рядом, как всегда, с чашкой чая и мягкой улыбкой. «Знаете», — сказала я, — «когда суд закончился, я не чувствовала радости, только усталость. А потом, когда впервые открыла ворота, вдруг поняла, что радость не в победе, а в справедливости». «Верно», — кивнул он, — «справедливость — это не то, что возвращает, а то, что очищает». Мы долго молчали. А потом он добавил: «Знаете, Алина, когда она спасла меня 25 лет назад, я тогда пообещал себе, что однажды сделаю для нее что-то важное, не просто подарок, а поступок. Наверное, судьба дождалась своего часа». Я посмотрела на него и улыбнулась. «Думаю, она гордится и вами, и тем, что вы сдержали обещание». Он улыбнулся в ответ, и в этом взгляде было что-то такое, чего я не видел давно. Тепло без слов, уважение без обязательств. Солнце садилось, мы сидели, пока небо медленно темнело, и мне казалось, что в этом доме действительно живет свет. Свет памяти, свет справедливости, свет жизни, которая, несмотря ни на что, продолжается. Позже, когда я ложилась спать, в окно заглядывала луна. Я открыла блокнот мамы и добавила внизу ее последние записи свои слова. «Дом — это не стены, это те, кто остается рядом, когда рушится все остальное». Я поставила точку и закрыла блокнот. На сердце стало спокойно. В жизни каждого из нас бывает момент, когда кажется, что все потеряно. Но, как сказала Дарья, правду можно выкопать даже из камня. А значит, пока есть руки, есть сердце и вера, можно вернуть все, даже самого себя. Дорогие слушатели, если эта история нашла отклик в вашем сердце, пожалуйста, поделитесь ею со своими близкими. Возможно, кому-то из них сейчас нужна надежда, которую дает правда. Напишите в комментариях, что для вас значит слово «дом» – место, люди или чувства. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории. Каждая ваша поделиться помогает нам продолжать писать. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что верите.